Здравствуйте, дорогие друзья! Вы на канале Балуем Животики. И сегодня у нас с вами рецепт очень вкусной выпечки. Сегодня мы будем готовить сосиски в тесте. Сосиски в тесте многие помнят со школьных времен, и сегодня мы будем готовить их по очень вкусному рецепту. Для приготовления нам понадобится сосиски. Сегодня у меня 16 штук вот такого вот размера. Буду готовить именно на такое количество. Также мы возьмем 5 стаканов муки. Муку необходимо заранее просеять. 90 грамм сливочного масла или маргарина. Можно использовать как масло, так и маргарин. 1 чайная ложка соли, 40 грамм свежих дрожжей, 2 куриных яйца, 3-4 столовые ложки сахара, 1 стакан теплого молока, полстакана теплой воды и 3-4 столовые ложки растительного масла. Подготовим опару. Берем небольшую миску, сюда выливаем полстакана теплой воды. Вода должна быть теплая, но ни в коем случае не горячая, чуть-чуть теплее комнатной температуры. Также сюда кладем 1 столовую ложку сахара, затем 1 столовую ложку муки приблизительно, и сюда мы крошим дрожжи. Перемешаем все хорошенько. Накрываем все это дело пищевой пленкой или полотенцем и оставляем минут на 15-20 в теплом месте, чтобы наши дрожжи заработали. Прошло 20 минут, мои дрожжи хорошенько заработали, образовалась такая вот дрожжевая шапочка, и теперь мы продолжаем замешивать тесто. Берем миску побольше и сюда отправляем 2 куриных яйца, соль и оставшийся сахар. Теперь венчиком хорошенько растираем яйца с сахаром и солью. Теперь сюда мы добавляем теплое молоко. Молоко должно быть теплое, но не горячее, чуть-чуть теплее комнатной температуры. И растопленное сливочное масло или маргарин. Перемешиваем чуть-чуть венчиком, и теперь сюда мы отправляем нашу опару. Перемешиваем. И теперь начинаем вводить муку. Муку вводим частями. Часть добавили, вымешиваем. Часть добавили, вымешиваем, чтобы не было комочков. Обязательно, друзья, это очень важно, муку необходимо просеивать. Моя мука уже заранее просеянная. И как только становится сложно вымешивать тесто венчиком, убираем венчик и продолжаем вымешивать тесто руками. Я добавила всю муку, муки я больше не добавляю. Теперь выливаем приблизительно 2 столовые ложки растительного масла на рабочую поверхность. Теперь сюда на масло перекладываю тесто и продолжаю вымешивать уже на рабочей поверхности с растительным маслом. Вот и все, мое тесто уже готово. Вот такое вот оно должно получиться. Муки я больше не добавляла. Это идеальные пропорции жидкости и муки. Вот оно уже не липнет к рукам, но очень мягкое и приятное. Теперь смазываем миску растительным маслом и перекладываем сюда наше тесто. Накрываем тесто пищевой пленкой или полотенечком и оставляем в теплом месте приблизительно на 45 минут, 1 час для подъема. Прошло 45 минут, вот так вот хорошенько поднялось мое тесто. Снимаю пищевую пленку, смазываем руки растительным маслом и оминаем тесто. Теперь смажем рабочую поверхность маслом. И разделяем тесто на кусочки. Я разделяю таким вот образом, отщипываю кусочки теста. Разделила тесто на равные части, на такое количество, сколько у меня сосисок. И теперь вот этот каждый кусочек теста нам необходимо превратить в колбаску. Я делаю это вот таким вот образом.
Теперь эту колбаску вот так вот придавливаем руками, и у нас получается такая вот лента. И теперь мы заворачиваем нашу сосиску вот таким вот образом. Формированную сосиску в тесте я выкладываю на противень, застеленный пергаментной бумагой, или можно противень смазать хорошо растительным маслом. Таким вот образом я готовлю все сосиски в тесте. Я сформировала первую партию, у меня получится где-то 2 противня таких сосисок. И теперь я их смажу, чтобы получился красивый золотистый цвет. Я разбила одно куриное яйцо, немного взбила его с небольшим количеством молока. И теперь каждую сосиску смазываю яичной смесью. Отправляем сосиски выпекаться в хорошо разогретую духовку до 180-190 градусов. Первая партия сосисок готова. Выпекаем сосиски приблизительно 20-25 минут до образования вот такого вот золотистого цвета. Сейчас ставлю вторую партию выпекаться, и можно подавать к столу. Вот и все, друзья, сосиски в тесте готовы. Вот такие вот аппетитные и очень красивые они у нас получились. И, конечно, очень вкусные. Всем рекомендую попробовать приготовить такие сосиски дома. Получается очень вкусно. А готовить достаточно просто. Я желаю вам всего хорошего, друзья, приятного аппетита. Подписывайтесь на наш канал, вас ждет еще очень много вкусных и интересных рецептов. До скорых встреч!